Ребят, всем привет! С вами Абдул Декстер Гасанов, и сегодня мы будем разбирать одну из многих моих коробок девайсов. Начинаю с самого большого, клавиатура. Я сейчас играю на этой клавиатуре от Huntsman, а так это клава от Razer, которую мне подогнали во время бласта. Я испортил свою клавиатуру чаем, и человек от Razer, который присутствует на турнирах почти всегда, подогнал мне вот данную модель для того, чтобы мне было комфортно играть последующий матч. Очень клевая клава в целом, я до сих пор на ней играю. Единственное, что я ее, возможно, сменю на клавиатуру от SteelSeries, которую мне сейчас должны подогнать, как я приеду на буткемп. Наушники от Razer очень клевые, я бы играл сейчас на них. Это тоже подгон, все эти девайсы это подгон от Razer во время турниров. Очень клевые наушники, многие проигроки, вы могли заметить, играют на них. Это Hammerhead Pro версия 2. Я тоже тащился от них, когда у меня их не было. Сейчас же у меня очень клевые наушники, это затычки. Они нужны для игры на ланах. И я пользуюсь пока своими, но эти, они лежат у меня. Я знаю, что в случае чего я могу их взять запасными. Кстати, возможно, так и поступлю. И могу играть на них, потому что они очень клевые. Мышка Viper версия 2. Честно, мне очень нравилась эта мышка, когда я смотрел на нее в фотографиях. Но в сравнении с той же G Pro, эта мышка проигрывает по форме. Меня немного задевают вот эти боковые вставки, которые я попросил Razer попробовать удалить. Они сказали, что обязательно подумают над этим, и если выйдет мышка без вот этих вырезов, то будет очень интересно посмотреть. Дальше у меня идет первая моя, так скажем, небюджетная механическая клавиатура. Она сейчас лежит у меня на подоконнике, но коробка от нее у меня до сих пор здесь. Сколько ей лет? Ей года 3-4. И она до сих пор рабочая, что меня радует. Не каждая клавиатура держится столько же. Это клавиатура от HyperX Alloy FPS Pro. На ней была только красная подсветка, но мне в тот момент было не до выбора. Мне нужна была механическая клавиатура и нужна была самая дешевая из тех, что есть в топовом сегменте. Клевая клава, советую всем, у кого бюджет ограничен. Здесь у меня наушники от SteelSeries, очень клевые. Мне, правда, они понравились, когда я ими пользовался. Единственный их минус, то что я ждал беспроводные, но беспроводных не было в тот момент. Сейчас я надеюсь приобрести такие и пересесть уже играть на них. Сами наушники очень клевые, на самом деле у стилов как-то так получается сделать какой-то крутой звук в игре. Единственное, что для таких наушников я бы посоветовал всем использовать звуковую карту. Без нее наушники, как по мне, не стоит использовать для игры в CS уж точно. Вот послушать музыку в них, это прям кайф в сравнении с другими. Следом идет гигант, на котором я играл последние 1,5 года и только недавно перестал это делать. Клавиатура G915 TKL, это значит, что нет нумпада в ней. Беспроводная от Logitech. Супер клевая клава, в целом у меня нет каких-то конкретных минусов о ней, просто очень быстро у меня ломалась. Возможно из-за меня, потому что я слишком много на ней играю, а возможно потому что здесь другие клавиши, не похожие на другие клавиатуры, если не ошибаюсь, они называются скелетон. Так, для тех, кто хочет играть на беспроводной клавиатуре, это одна из лучших версий, которые есть на рынке в данный момент. Коврик от Unker, многие его знают, очень крутой ковер. Я жду новую версию, где не будет рамок, и на ней я уже точно попробую поиграть, а эта версия откладывается мною до момента, пока не испортится мой нынешний, и я не смогу себе позволить другой. Я беру его с собой на турниры для того, чтобы была запасная версия коврика, просто на случай чего-то. Это моя мышка из Эспады. Те, кто следили за мной очень-очень давно, помнят меня с тех времен. Я играл на этой мышке, это старая версия Logitech G Pro Wireless. Супер клевая мышка, она мне нравилась даже больше, чем новая версия, особенно когда я только пересел, но я всегда ждал, что глайды будут изменены, и как только в новой версии они поработали над этим, я уже понял, что надо пересаживаться. Но эта мышка навсегда останется в моем сердце, я никуда ее не выкидываю, и она всегда хранится у меня. Также есть звуковая карта от Zowie. Говорят, что очень клевая штука, но, если честно, я на LAN-турнирах никогда не использовал звуковые карты, и лично мне так комфортнее. Кому-то это очень важно, и для таких людей подобные звуковые карты – это супер важная вещь. На разных LAN-турнирах бывают разные условия, и поэтому с собой возить очень важно. Это количество мышек Logitech, которые я использовал за последний год, чтобы вы понимали, как часто можно менять мышки иногда. Ресурсы у них бывают порой очень маленькие. Многие из них я поменял по той причине, что встречал дабл-клик.
в этих мышках. В моей нынешней я уже играю на ней полгода, и все отлично. Я надеюсь, так же будет продолжаться и дальше. А так, убираем эти мышки, они все равно хранятся у меня на всякий случай. Я бы не сказал, что это прям неиспользуемые мышки, их можно использовать, на них можно играть, но я предпочитаю менять мышки тогда, когда чувствую, что они начинают дабл-кликать. Здесь мне не очень везло с мышками. Какие-то из них я просто не смог вернуть по гарантии, потому что находился за границей. Здесь сейчас моя мышка, которой я пользуюсь, та же самая Superlight, живет у меня 6 месяцев, и я чувствую себя с ней прекрасно. Но порой бывают такие моменты, что ты покупаешь какой-то новый девайс, и через быстрое время он просто перестает работать так, как нужно. Но, как вы видите, я до сих пор играю на Superlight, потому что это одни из самых лучших мышек в беспроводном сегменте, хоть и очень дорогие. Многие спрашивают, как я держу мышь. Постараюсь показать тут. Вот. Это мой хват на Superlight. Когда ты покупаешь любую новую мышку, тебе обязательно приходится подстраивать под нее свой хват. Поэтому хват бывает разный в зависимости от мышки, потому что форма у них бывает разная. Клавиатура от Logitech, я не помню, как она называется, честно. Но она супер клевая. Я пользовался ей очень долгое время, пока однажды газировка не попала под кейкапы. Я пробовал ее починить, у меня это получилось, но единственный минус, который вышел из всей этой истории, что я пробовал высушить клавиатуру феном, и клавиши, они просто подплавились. И теперь, чтобы использоваться этой клавиатурой, мне нужно поменять клавиши. Поэтому она лежит пока на полочке и ждет своего часа. Клавиатура, которую я очень долгое время хотел, копил на нее, купил и осознал, что через неделю или две использования мне пришлось ездить и пытаться объяснить, что она дабл-кликает. Чтобы меня никто не послушал, и мне пришлось играть на ней очень долгое время, пока я не смог позволить себе новую. Напоминает мне о какой-то боли возврата в магазинах. Сейчас же она просто хранится на полке, потому что она все еще рабочая, просто с дабл-кликами. И просто не для меня. Тут у меня находятся 3 мышки от Vaxi. Все по-своему очень клевые. Я их взял протестить, мне отправляли их домой для того, чтобы я попробовал поиграть с ними. Если бы Vaxi выпустили беспроводные версии, я был бы заинтересован. Пока у мышки есть провод, крайне скептически к ней отношусь. Все, что могу сказать об этом. Тут у меня все та же TKL 915 от Logitech. Кейкап где-то потерял на лане, так что его не найти. Вот версия этой клавиатуры, она мне очень нравилась и нравится до сих пор. Единственное, что эта версия, именно данная, она перестала у меня работать и начала отключаться. Это меня расстроило, я ее положил на полку для отдыха. Здесь все та же клавиатура от Hyperov, идеально подходящая в эту коробку. Не знаю, почему я туда не убрал, но вот она. В этой коробке, по идее, находятся наушники от HyperX, хотя я не уверен в этом. Да, это беспроводные наушники от HyperX, которые я использовал для стримов в 2021 году. Особенно в начале. Что сказать про эти наушники? Они клевые, но они не для того, чтобы играть в КС, по крайней мере, не для меня. И последнее, что я хотел вам показать, это наушники от Sennheiser, это затычки. Это очень клевые наушники, но у меня осталась только коробка от них. Я их забыл на лане, это было на мейджоре в Швеции, когда мы играли в Team Spirit в 2021 году. Где-то я их потерял, но они были клевыми. Sennheiser, если вы видите, это подгончик, можно оформить. Напомните мне о них. Ну что, ребят, вот мы и разобрали первую коробку моих девайсов. Если хотите увидеть еще коробочки, пишите об этом, покажите мне это своей активностью. Касаемо девайсов, хотелось бы закончить это тем, что на самом деле для каждого есть свои подходящие девайсы. Возможно, какие-то из них до сих пор не выпустили, и вам нужно чуть подождать. Я же, в свою очередь, перепробовал уже вот эту тонну, и вы еще не видите остальных. Поэтому могу лишь сказать, что самое важное это то, как вам играется. Не смотрите на то, как играет и на чем играет другой игрок. Я так делал, это не рабочая штука. Да, это может вам помочь, но самое лучшее это выбирать девайсы, на которых очень комфортно и удобно играть себе. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях под видео, какими девайсами пользуетесь вы. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал, лайкайте это видео и ждите дальнейших. Пока!